Добрый день, дорогие друзья, добрый день. Привет вам из Кишинева, осеннего, уютного, родного. Одна из моих любимых остановок и тротуар. Начинаем потихоньку угадывать, где я. Это преддверие ЖД вокзала Магала. Остановка ЖД вокзал. Любимая. Так она мне нравится, особенно эта сторона. И я приехал в Ботаники и, пользуясь случаем, снимаю вам. Я не мог снимать в троллейбусе, потому что не было места. Вообще не было места, куда присесть. Никто не хотел уступать. Но это другая тема. Разворачиваем камеру. Бульвар Гагарина вашему взору, дорогие друзья. С левой стороны, за деревьями, бывший виброприбор. Кооперативный торгово-промышленный техникум, кажется, как он там называется, кто в нем учился, тот знает. Троллейбус номер 8. Это кажется Шкода, но это не важно. Нам важна локация, остановка ЖД вокзал, любимая моя. Вот мы проехали, я сейчас проезжал, и там вот вдалеке такой желто-коричневый магазин, бывший. Там какое-то кафе, но у них нету столиков на улице, как раньше было при магазине. Кофе по 5 лей, минералочка 6 лей, бутылочка вообще лафа. Ничем не хуже пафосных заведений по локации, которые располагаются на тротуаре и где шумят автобусы, троллейбусы, транспорт. Так, а мы сейчас пойдем на ЖД вокзал. И вот нашему взору открывается вот фасад этого сталинского дома, сталинской постройки. А аптеки, но нас аптеки не интересуют, нас интересуют вот эти вот гастрономчики. Вообще сама локация и все то, что нам попадется на нашем пути, дорогие друзья. Вот такой гастрономчик а-ля Савдепия. И чуть дальше еще один красавчик. Вот Алиментара внутри, гастроном внутри. А вот тут в предбаннике косметика, парфюмерия. Вот тротуарная торговля, которую я обожаю, где можно купить у бабушек цветочки и что-нибудь с огорода. Букурьевский магазин. Вот Бомбани, видите, такой стилизованная надпись под Букурьев. Ну это тоже гастрономчик такой, да, очень классно, очень классно. Здесь я себе успешно купил, кстати, один раз я тут был и купил советские вилки, такие, как вот у меня дома, точно такие же. Докупил себе у бабушки одной. О, Алиментара, вот гастрономчик такой. Смотрите, кофе-аппарат здесь есть, все вот в таком стиле. Сейчас мы заглянем сюда чуть-чуть вот так вот. Видите, какой гастроном уютный, хорошенький. Терминал, здесь все вот есть, не будем заходить. Пройдем дальше. Сквер ЖД вокзала. Называется это улица, место аллея Гэрий. Гара по-молдавски, по-румынски, по-болгарски. Это вокзал. По-болгарски ЖД вокзал это ЖП Гара. Автовокзал Автогара. Но на молдавском Гара Ферровиары. Вот. Сейчас я отойду. Покажу вам обувной магазин, вот этот на углу. Вот он все тот же самый, что и был. Вот подземный переход. С той стороны здесь раньше на этом парапете перехода продавали книги и всякую, ну, больше, конечно, книги. Вот посмотрите, обувной магазин. Сейчас. Вот все тот же самый, в котором мы еще в советское время что-то покупали. А вот сейчас я не знаю, как лучше идти. Вот мне нравится этот тротуар. Вот смотрите, какая красивая все-таки архитектура. Это делали люди для людей. Современные постройки, дома ничего общего не имеют. Коробки, бетон, стекло. И сейчас я хочу проверить, мы пойдем к фонтану. И вот на тропинках, вот в самом сквере были еще урны советского образца. Такие, знаете, вот эти чугунные.
такие поворотные. Год назад они были. Сейчас проверим, если они еще есть. Здесь вот как-то давно еще был барчик уютный справа, с правой стороны посередине, столовая. И вот нашему взору потихоньку открывается здание ЖД вокзала. А мы сейчас свернем налево и пойдем к фонтану. Если ветер задувает, вы простите, это погода. А погода нам дает, как вы знаете, Господь, а не метео. Захотелось засунуться вот в этот дворик. Кто здесь жил, всем большой привет. Я не буду заходить глубоко, просто вот так вот, чтобы открылся вид. Общий такой вид. Я здесь, кстати, ни разу никогда не был. И не знаю, что здесь внутри. Так, собаки могут кинуться на мою трость. Мы лучше развернемся. Некоторые собаки плохо реагируют на велосипедистов, мотоциклистов и трости. Так. А мы сейчас идем к фонтану, в сквер ЖД вокзала, и проверим, есть ли там урна. Я вижу издалека урна есть. Сейчас мы насладимся видом, прикоснемся к истории, к прошлому, к нашей молодости, детству, юности. Я не знаю, где еще остались. Вот эта дорога, такой, ведущая к самому зданию вокзала. И вот здесь такой тротуарчик, идем к фонтану. Насладимся фонтаном. Видите, как вот все ухожено, красиво. Вот эта знаменитая урна. Мы приближаемся к ней, посмотрите. Дух эпохи советской. Прикасаемся к ней, приближаемся все ближе, ближе и ближе. Красота. Локация все та же. Ага. Ветер дует со стороны вокзала, чтобы нам не намочить камеру. Видите, какие, если камера передает, какая водяная пыль. Вот там, видите, вот даже мокро. Ага, ветер меняется в другую сторону. Так, а мы, наверное, обойдем, чтобы вы увидели красивый вид ЖД вокзала через фонтан. Сейчас. Вот там виден бульвар Гагарина. Красота. Любимое мое место в Кишиневе. Тут сейчас так тихо, как в санатории. Вот посмотрите, какой красивый вид. Вот фонтан и здание ЖД вокзала. Красота. Надо мне остановиться, остановить камеру и сделать пару фотографий. Сейчас я остановлю камеру и сделаю пару фотографий. Понаделал я фотографии, как я обычно это делаю. И потому я многим зрителям и подписчикам, которые пишут комментарии в YouTube, я даю ссылку на свой Facebook. Там я могу через мессенджер выслать вам фотографии. Или вы там же можете посмотреть мои альбомы, посвященные Кишиневу. Разных периодов, разных времен. Ох, какая вода чистая. Просто прелесть. Очень прозрачная, чистая вода. Видно дно. Я не знаю, если через камеру видно. Какая красота. Не могу удержаться и еще сделать здесь пару фотографий хороших. Здание вокзала и с фонтанчиком в кадре. Вот сам сквер, как красиво. Видите, вон там наша урна советских времен, любимая. Напротив еще одна, вот там, где ребята стоят, еще одна такая урна. Просто прелесть. Я поражаюсь, насколько чистая вода в фонтане. Я не знаю, если камера передает, но она такая прозрачная, как где-то на Мальдивах или в Греции, или в этом, ну, вы поняли, да? На всяческих красивых курортах. Обычно она мутная, желтоватая, коричневая. А тут она просто прозрачная, как у вас в ванной. Вот красивый фонтанчик такой. И вот там, видите,
прямо перед камерой на той стороне. Крыша такая красно-коричневая. Это вот кафешка любимая, где я люблю останавливаться, пить кофе. Я не знаю, если она работает, но там за ней еще одна кофейня была, такая маленькая, где можно было присесть. Да. Сейчас пойдем проверим, как нам пройти. Давайте пройдем, наверное, вот так вот по центру. Посмотрите, как вот вход в этот вот скверик со стороны ЖД вокзала. Вход в сквер. И какой красивый фасад у ЖД нашего вокзала. Смотрю, что в кафешке столиков нету, рекламы тоже нету. Ой, не дай бог ее закрыли. Это ж такое легендарное место, мне так оно нравилось всегда. Своей демократичностью, простотой, знаете, никакого пафоса. Вы знаете, что я питаю слабость к обыкновенным местам, хотя они совсем необыкновенные, они очень уютные. В них есть какой-то дух, какая-то человечность, уют даже, можно сказать, при том, что не отличается, как правило, такие заведения фешенебельным интерьером, но есть дух, есть уют. А дверь закрыта там. Сейчас мы пройдем, проверим. Вот фасад здания ЖД вокзала. Я не знаю, может, я немножко отдохну и пройдусь на перрон. Посмотрим перрон. Там была вот еще одна кафешка вот с левой стороны. Вот левое крыло. Она прямо перед этой оградой, которая отделяет, собственно, перрон от зоны ожидания. Ой, видите, вот наше кафе. Вот все вывески сняты. Ну, сейчас мы подойдем поближе и посмотрим. Ну, кому захочется увидеть, как там было, насколько интересно и уютно, можете посмотреть множество роликов с ЖД вокзала. Там присутствует это кафе. И вот один из последних роликов, там встреча моя с друзьями и коллегами из Болгарии. Вот Добринка приезжала в Кишинев, тоже фотограф из Варны, и мы здесь пили кофе. Ой-ой-ой. А кафешка-то... Кафешка обезлюдилась. Ай-яй-яй. Ой, как грустно. Пусто. Внутри пусто, ничего нету. Очень жаль. Зонтиков нету, навесов этих, ролетов. Здесь, кстати, находится центральная почта. 20:00. Сюда прибывают сначала товары из Китая, потом их распределяют здесь по районным почтам. Ботаника, Рашкановка, Буйкана и так далее. Ай-яй-яй-яй-яй. Очень жаль, что эту кафешку закрыли. Сейчас посмотрим вот эта вот кафешечка маленькая. Раньше тут было 2 столика со стульчиками. Сейчас посмотрим. Не тут-то было. Видите, только стоячие места, где ваш автор сможет с комфортом стоять, потому что это совсем неудобно стоять и пить кофе. Ну как это? Вот раньше стоя пили пиво, но кофе. Девушка, здравствуйте. А у вас стульчиков нет уже, как раньше? Худшает комфорт, все хуже, хуже и хуже, да? Ай-яй-яй. А эта кафешка давно закрыта, этот барчик? Очень жаль. Вот так вот, видите, дорогие друзья, сервис в Кишиневе, к сожалению, не располагает к комфортному отдыху. Очень жаль. И это моя родина. Я очень люблю Кишинев, но говорю честно и откровенно, и объективно, что Кишинев крайне неуютный город для прогулок или отдыха. Даже пешеходных улиц нет. 2 кусочка: Болгарская и этот проспект Молодежи, там кусок вот от Парка Победы.
Все, на этом весь комфорт и уют Кишинева в плане пешеходных улиц заканчивается. Но есть ЖД вокзал, дорогие друзья. Это санаторий. Это санаторий местного значения. Вот сама площадь. Вот этот фасад красивый. Тротуар широкий. Очень, очень даже мило. Мне очень нравится. Но не сможем мы присесть и просто посмотреть на площадь перед ЖД вокзалом, к сожалению, с чашкой кофе. Вот какой красивый тротуар. Здесь, видите, вот центральный вход на перрон. А мы сейчас посмотрим, что у нас здесь в левом крыле. Тут раньше был такой барчик один. Тут было много кафешек, помните? Вот кто помнит, еще лет 10 назад, даже больше. Здесь были такие киоски, будки. Целый ряд, вот начиная вот где девушка и до конца разнокалиберные барчики такие привокзальные, где люди кантовались, пережидали, ждали поезда или ждали прибытия своих гостей, друзей. О, барчик есть, барчик работает, видите, здесь столики, очень мило, очень интересно. Сейчас мы проверим, что здесь почем. Там не будем снимать, потом расскажем. Вот здесь я взял себе кофе. Натуральный кофе здесь стоит 10 лей. Вот я нахожусь за решеткой перрон. Сейчас я разверну камеру, и вы посмотрите на всю красоту. Вот перрон, видите? Вот эти пути. Я с детства обожаю железнодорожный вокзал. Сейчас мы выпьем кофе и пойдем дальше. Все здесь узнаваемо, еще вот с наших детских лет. Все так же. Вот этот вот газончик, вот эти вот колонны, все так же. Здесь были кассы какие-то, если помните. Вот такой демократичный барчик, такое кафе. То, что ваш автор очень сильно любит по-простецки. Все, простой народ. Просто лафа. Просто лафа. Натуральный кофе 10 лей. Пол-евро. Нормально. Вот, мы здесь. Может, нам повезет и проедет какой-то поезд. Послушаем. Ну что, дорогие друзья, вот мы попили кофе и покидаем это гостеприимное место. Вот этот вот Стругела. Так, пойдем на перрон. Проверим перрон, что тут у нас. Вот еще остались надписи на кириллице: Бендер, Окница, Унген, Бессарабка. Да. Вот. Перрончик наш, надпись. Кишинев. Были часы. Ага, часы есть, да. Они показывают 14:35, вот там вот. А мы пойдем проверим левую сторону. Вот, Вечел. Работает он или нет? При том, что вокзал очень пустой. Интересно, туалет работает или нет? А вот там виден мост через железнодорожные пути. И на той стороне блошиный рынок располагается за путями. Раньше он размещался уютно на тротуаре вдоль бульвара Гагарина и заворачивал вот по этой вот улице, которая вот здесь вот проходит, вот там, за этим зданием. Сейчас всех перевели на ту сторону, к сожалению. Добираться стало труднее. Да и не тот комфорт, там уже платное. И те бабушки и дедушки, которые торговали интересными вещами, там поднимали свой бюджет. Им уже приходится платить за место. Уже все не то. Так, вот Вечел, туалет. Ага. Он даже работает. Не работает. Сейчас проверим. Вот он, видите как. О.
Мужской направо, женский налево. Здравствуйте. Сейчас я заплачу вам, да. Вот. Привокзальный туалет. Вот вам полный эксклюзив, так сказать. Сейчас. Сколько стоит? 2 лея? Инвалидам тоже? Да, спасибо большое. Вот видите, как любезно здесь. Так, тут мы выключаем камеру. Вот даже есть зеркало. Вот. Вот мы успешно посетили туалет, помыли руки. Помните советские лозунги? Мой руки перед едой, с мылом и, конечно, водой. Но мы стараемся везде мыть руки, соблюдать личную гигиену. И сейчас продолжаем нашу, как уже я смотрю, получается большая прогулка по ЖД и по его окрестностям. Разворачиваем око нашей камеры. Еще раз поворачиваемся в сторону Вестерничен. Вот здесь примостился паровоз такой. Мы к нему не пойдем. Паровозы вы все видели. Хотя я очень питаю большую слабость вот к железнодорожному транспорту. И всегда, аж когда есть возможность, я смотрю ролики на железнодорожную тему. Как нам пойти? Как нам пойти? Наверное, мы пойдем по центральной вот этой аллее. Вот что-то мне захотелось. Сейчас мы пересечем первый путь. Да, а рельсы-то накатанные. Вот, что-то там просигналило. Опа! Я вижу вдалеке там современный локомотив. Да, и он даже движется сюда. А как нам лучше его встретить? Сейчас. Вот поснимаю немножко вот по этой вот, тропинке, дорожке, как ее назвать. Да, и интересно, он, по мне так он, кажется, маневрует, он не двигается. О! Вот как на всех ЖД вокзалах. Ни хера, пардон, ничего толком не слышно. Какая красота. Вау. Так, надо камеру отцентровать. Ага, вот. И мы идем по вот такой аллейке между двумя путями. Да, под навесом. Очень даже символично. И нам сейчас открывается во всей красе внутренний фасад ЖД вокзала нашего. Вот такая у нас получается большая прогулка. Вот товарняк. Это сыпучие для сыпучих грузов вагоны. Они так устроены, ну, упрощенно на манер лейки. О! Какой-то состав движется. Нам повезло. Товарный. Я не думаю, что товарняк пройдет по этим путям. Товарняк пройдет вот по тем, видите, там 2 пути. И судя по рельсам, они накатанные. Да, вот мы сейчас услышим, увидим. О, красота. А мы сейчас ему помашем. Вы знаете, что ваш автор романтик. Помните, в одном из роликов я помахал машинисту, и он мне посигналил в знак приветствия. О! Помните песню «Как аромат вдыхаемый бензин»? Так вот я с большим удовольствием всегда любил смотреть на поезда. Ролики, что ролики? Вот живой локомотив и 5 вагонов. А где машинист? А ну. А, я ему показал, чтобы он посигналил, но он не посигналил. Новотранс. Смотрите, какая красота. Эх, техника. Замечательно. И меня немножко удручают вот эти вот знаки. Знаете, вот на той террасе, вон там на террасе,
Вот там вот, да. Там курить можно. Здесь на перроне, где все открыто, голо, курить нельзя. Что может загореться железнодорожное полотно или перрон. Да, прикольно. Но не посигналил, ничего страшного. Зато мы увидели при помощи нашей камеры локомотив, тянущий 5 вагонов. Прикольно. Вот это романтика, вот это нам повезло. Так, ну пойдем опять опа, по центральной аллее. Опа, если это можно назвать аллеей. Ну, для меня это аллея, красивая аллея по центру между двумя линиями. Просто праздник какой-то. Я бы сейчас очень хотел проехать на поезде в купе, как в детстве. Помните? На второй полке. Вот этот вот столик возле окна. Выдвижной такой столик. Занавески. Чай в подстаканниках. Эх, романтика. Стук колес. Вообще красота. Просто прелесть. А это у нас здание. Это центральный вход. Нырнуть нам туда. Ну, уж если делать большую прогулку, то делать уже во всей красе. Пока есть аккумулятор, пока есть силы, возможности. Опа, зацепился. Оп. Идем посмотрим, что у нас нашему взору открывается. Вот центральный вход. Тут когда-то был ресторан где-то. Кофемашина. Почем здесь? Вот. Видите, бумажные купюры даже принимает. Вот так вот. 5 лей. Почти как в Болгарии. Ну, в Болгарии самая дешевая цена 3 лея. Вот ЖД вокзал. Ух ты. Вот это здание построено людьми для людей. Вот, ВАМа закрыта. Здравствуйте. А тут была раньше выставка. Работает она? Нет? Нет, да? Ни кафе, ни ресторана, ничего нету. Ничего нету, видите? Ни кафе, ни ресторанов, ничего нету. А там выход есть? Двери открыты дальше? Где? Я хотел на перрон. Нет, на перрон выйти. Только здесь. Не хотите передать привет кишиневцам, которые живут далеко? Вот от работников ЖД вокзала вам привет. Спасибо большое. Выходим из этого прекрасного здания, которое санаторий, просто санаторий. Ё-моё. Движения нету, людей нету. А как было бы прикольно, если бы работал, к примеру, ресторан. Играла бы легкая музыка, такая ретро. Полочки с этими, как раньше, помните, на полочках такие вот рюшечки вот из белой бумаги. Эти продавщицы, официантки в кокошниках. Лафа. На столах скатерти, вазы с цветочками. Я помню, еще в Одессе застал больше 15 лет назад на ЖД вокзале вот эти буфеты привокзальные. И там женщины были в кокошниках таких. А вот эти вот всякие там беляши, пирожки, булочки, там бутерброды, все накрыто целлофаном. Аккуратненько. От пыли, от мух, от микробов. Но не об этом речь. Да, наслаждаемся. Расписание. Сейчас подойдем поближе. Вот у нас получилась такая большущая прогулка по вокзалу и окрестностям. Кишинев, Москва.
Ух ты. Кишинев, Букурешт. Кишинев, Москва. Санкт-Петербург. Кишинев, Москва. Вот так вот. Все есть. Вот видите. Вот. Сейчас я сделаю остановку и сфотографирую отдельно это панно. Вот еще один у нас локомотивчик с вагонами для этих, как он, для сыпучих грузов, для сыпучих грузов, да. Ага, посигналил. Наверное, это тот же самый маневровик. Ой, хоть послушать перестук колес. Хе-хе-хе, лафа. Ну а вот тот современный вот локомотив, видите, вот там вот, сейчас приблизим камеру, вот он что-то меня вот, ну, ой, совсем, сколько у нас 10-кратное увеличение, ой, наверное, камера трясется. Вот так лучше будет. Красота. Мечтаю попасть вот в депо, там, где ремонтируют вагоны, локомотивы. Вот в Варне как-то там, вот как-то больше вот этот вокзал. Я там гулял, у меня где-то было видео, надо посмотреть. Привокзальные, вот эта вот инфраструктура. Ну что, как-нибудь посмотрим. Так, вау. Вот. Вот она. Вот эти буфетики. Сейчас мы телефоном снимаем. Да, буфетики закрыты. Очень жаль. Был бы я, блин, пошустрее, пошел бы прямо вот, пальцем показываю туда. Видите, где вот тот новый состав. И попросился бы прогуляться по депо. Посмотреть на инфраструктуру. Вот я успешно сделал фотографию панно с расписанием. И продолжаем нашу, на мой взгляд, романтическую прогулку по ЖД вокзалу. Обалденно, просто санаторий. Вот так вот взял, сел на лавку, и тишина. Нету шума, суеты, ничего, все очень тихо и спокойно. Продолжаем дальше нашу прогулку. Ой, как мне нравится. У меня особенное настроение при посещении ЖД вокзалов. Шо в Кишиневе, шо в Варне. Вот тут такая вот. Сейчас откроется площадочка. И когда-то здесь вот эти кафешки, видите? Ой, блин, совсем недавно. Вот в последний мой визит. Это кафе, эти кафе работали. Ой, присядем. И вот этот вот фонтан работал, он журчал. Я приходил сюда летом. Этот фонтан журчал, вокруг него были кустарники, розы цвели. Сейчас непонятно, почему вырубили розы, вот эти кустарники с цветами. Очень жаль. Я не могу понять, почему. А так было прикольно. Там мне еще вот эта буфетчица знала, меня общалась со мной. Да, вот тут вот 3 буфетика, видите, вот 3 двери. Сейчас мы подойдем поближе. Вот мозаика еще есть. Вот надо сделать фотографии. Сейчас я сделаю фотографии здесь. Вот мне очень нравится. Для полноты восприятия, знаете как, нахождение вот в таких местах меня вот как-то греет душу. На душе как-то тепло, вспоминаешь детство. Это, да, ЖД это романтика. Ну что ж, вот мы малёхой передохнули на лавочке у железнодорожных путей. Прямо здесь вот пути. Сейчас я разверну камеру и пройдемся вот в этот скверик, где 3 кафешки было. О, блин, и фонтан. Вот пути. Посмотрите, какая красота.
Тадык, 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 тыгдык, 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 да. Вот он, перрончик наш. И мы разворачиваемся. Идем посмотрим вот этот вот скверик. Не заброшенный, а, как сказать, покинутый, оставленный. Вообще не знаю как. Очень жаль, очень жаль. Тут розы были. У меня есть ролики, кто вот не сможет найти, легко пишите в комментариях, и просите, чтобы я вам дал ссылку, или добавляйтесь, друзья, на Фейсбуке, там легче общаться, коммуникировать. Вот, посмотрите, бывший фонтан и вот этот скверик. Грустно, очень грустно. А представляете, если бы он сейчас вот работал, фонтан, цвели цветочки какие-то, ну даже не цвели, розочки, как было бы классно. Сейчас пройдем к буфетам. Ай-яй-яй, плачинти, бери, апы, сукури. И все закрыто. Сейчас я загляну. Ой, дверь покрылась пылью. Ай-яй-яй-яй-яй. Ау. Тут такая барная стойка, но мы не увидим. Будет отражение в стекле. Вот второй барчик. Здесь что у нас? Вот, сейчас посмотрим. Ага. Тоже запустение. И третий. Если вы сможете увидеть, я не знаю. Нет. Будет отражение. Ну, кто захочет посмотреть на... А ну, полки. Энки закрыто. Так, полки. Ау. Полки пустые. Ничего нету, только гусак остался от пива. И все. Вот такая вот немножко грустная история у нас на ЖД вокзале, к сожалению. Эх, последние отголоски. И три барчика закрыто. Как жаль. А вот Варне функционирует. И кто захочет посмотреть на привокзальный барчик варнинский, пишите мне. У меня есть второй канал. Если вы зайдете на главную страницу канала Кишинев Молдова, там будет ссылка на канал Варна Болгария. Или Болгария Варна. Ну, вы там увидите. И там вы сможете увидеть ролик про Варнинский ЖД вокзал. Ну, он, наверное, есть и на этом канале. Ну, кто не сможет сориентироваться, легко пишите. И я вам дам ссылочку в комментариях. Вот. Блин, поздоровей бы. Пройтись бы туда вдаль. Или была бы какая-то тележка с электроприводом. Такой вот. Чтобы пройти туда. Но там, видать, выхода нету направо. А идти далеко. Эх. Блин, ух ты, я вижу старые локомотивы там за забором. Видите, такие желтые, выцветшие. Старый локомотив. Вау! Дизель. Прикольно. Вот где романтика. Вот эти вагоны приехали, которые мы снимали. Махали машинисту, но он нам не посвистел в ответ. Вот их тут оставили. Блин, как классно здесь. Обалденно. Вот эти склады, вот эти все закрыто. Ничего не функционирует. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот этот мостик интересный, куда он ведет. О, красота. Офигительно. Тут можно перейти. Да, тут мы можем. Тут это ветка. Тут такая. Тут такая ветка интересная. Ветка. Ага, тут они даже могут разъехаться. Ага. Видите, как вот эти две ветки из-под навеса, они разветвляются. Хоп.
И там где-то вдалеке вот эта ветка, что справа, переходит в левую. То есть они объединяются. Пройдемся. Что уже? 7 бед, 1 ответ, как говорится. Пройдемся по ЖД вокзалу. Кому не нравится романтика ЖД вокзала, перематывайте вперед. А я такой слегка фанат, мне очень нравится. Я бы сейчас с таким удовольствием сел бы вот в поезд, в купе и смотрел бы через окно или в тамбуре, как раньше. Помните, как мы раньше в тамбуре там махали провожающим нас, друзьям, родственникам, как нас встречали. Красота. Вот этот мост навевает на меня тоже большую романтику, такую советскую. Он достаточно длинный. Как прикольно. О, тут какая-то тропинка. И ворота. Ворота открыты. Калиточка открыта. Нам не придется. А хотя тут может быть и тупик. Это я не уверен. Но мы должны все проверить. Ой, как здорово. А там еще, видите, товарники на приколе стоят. Уау. Какие-то склады. Вот раньше была движуха. Блин. Движение было. Вот по мосту бы пройтись. Йоксель-моксель. Вообще была бы песня. Но я... Блин. Не тот потенциал у меня. Так, а куда ведет это? Тут у нас оказывается такой... Непонятно, тупичок или что. Смогу ли я выйти отсюда на площадь? Вот это... Такое чувство, что здесь тупик справа. А если влево? Но машины-то откуда-то приехали. Какие... Тук-тук-тук-тук. Да, тупичок. Тупичок. Вот я. Вот они, старые локомотивы. Ай-яй-яй-яй-яй. Угу. Да. Тут еще, наверное, асфальт наших родителей, бабушек и дедушек. Обалденно, просто обалденно. Но это не такой уж современный локомотив, как мне показалось издалека. И это радует. Так, что здесь? Как эти машины попали сюда? Так, оттуда. Да. Кто там свистит? Блин, там еще сколько локомотивов. За этим вот синим. Вот наш маневровик свистит. Это он... Ага, это он там внутри. Вот тут, видите, такая тропиночка. И куда она ведет, чтобы я потом не перся обратно. Машины как-то заехали, я не думаю, что у них тут шлагбаум. Скоро кончится эта дорожка. Слышите, как дизель? Ай. Как ласкает слух. Видите, машут. Помахал мне этот. Видите, посигналил. Спасибо. Посигналил. Тип. Как красиво работает дизель, да? Мощно. Красота. И куда он? Судя по всему, это тупик или нет? Все. Припарковался. Вон идут люди. Там, наверное, скорее всего, работники. Вот тут вообще такие вагоны. Ржавые такие. Ага.
Народ переходит там. Переходит. Ага, у них, они идут по тропинке какой-то. Может быть, и мы сможем выйти по этой тропинке. Там, смотрю, такой переходик есть, но чтобы не было большого перепаду. А сейчас мы у них спросим. Ну, блин, меня перескакивает тут что-то. Вот и... Вот здесь видна улица Мунчерская, кажется. Ой. Да? Мунчерская. Совсем рядом. Совсем рядом. Но мы уже сюда дойдем. Вот по этой дорожке. Да. И вот тут вижу я тропиночку. Сейчас люди повернут. Они идут по моей. Хотят по моей тропинке. Каля, Ферат 1, Молдова. О. О. Слышите, какая мощь. Вау. Осматривают трансмиссию. Вау. Вот это силище. Ну, здесь тележки совсем вот эти колесницы ржавые. О, что будет? Вот это силища. Это сплошной движок, блин. Обалдеть. О. Ага. Накачивается воздух. Слышите? Начал работать этот компрессор. Тормоза-то у него воздушные. Проверка. Набирает обороты. Красота. Не дождусь я, наверное, когда он тронется. Но звук очень приятный. Такие басы. О, пошел. Ух ты. Пошел, да. Дождались все-таки. Дождались. Ни один сабвуфер не сравнится с басами этого локомотива. Ай, малый газ потихонечку. И куда он? Ах, красота. Да, прелесть. Ну что ж, дорогие друзья, попрощаемся с этим романтическим местом. Кинем последний взор сегодня на старые локомотивы, вон те желтые, желто с красной передней крышей за забором. И пойдем обратно. Вашему взору открывается вот этот мост через пути. Куда ведет он, я не знаю. Но надо сюда как-нибудь попасть. И, собственно, здание, перрон.
откуда мы пришли, с той стороны. Но надо будет передохнуть, что-то я устал идти. Так, но заряд романтики получил сильнейший, конечно, сильнейший. Очень радовала меня эта прогулка, съемка. Вообще обалденно, конечно. Я бы, наверное, с удовольствием работал кем-нибудь на ЖД, знаете, кем-нибудь, но не диспетчером, что-то вот, ну, чтобы находиться здесь, не знаю кем, даже, машинистом, да, романтика, вот фонарь горит синий, даже, ух ты, что это означает, прикольно. Очень прикольно. Тихо здесь. Обалдеть. М61. Вот как. Опасная зона, видите, хождение по путям запрещено, скорее всего. Ну да, что по путям ходить, когда можно рядом. Вот там видите какой-то домик, вот где зеленый вагон, и чуть правее такой домик. Вот такие же домики есть и на ЖД Варна. Вдалеке от перрона, там для персонала, видите, там виноград растет такая, типа там скамейка какая-то, беседка, ух, красотень деревца. Вот там в том домике классно. Да, мне кажется, что в таком домике уютнее, чем в какой-то большой квартире с евроремонтом. Я люблю такие вот романтические домики, всякие будочки. Вот на ЖД Варна тоже так. Я там был, там рабочие собираются, у них там типа диспетчерская вдалеке от ЖД вокзала. Тоже такой, там такая беседка, скамеечки, где они пьют кофе, обедают. Ух. Я был приближен. Там через Эмиля, моего друга, у него был магазин, его все знали. Но я там крутился постоянно. Естественно, что узнали и меня. Я был там приближенным. Ой, посмотрите, как интересно этот светофор ЖДшный, как где разместился, видите, на рампе. Прикольно. Что такой корпус у него, такой армейско-военный. Не, здорово. На ЖД, конечно, особенная атмосфера. Да. Но сейчас я доберусь до скамеек. Немножко надо отдохнуть, набраться сил. Посмотрим в телефон, сколько у меня шагов, километров замерил сегодня. То что-то я устал. Много прошел. Опачки. Вообще-то следовало бы что-то вам рассказывать по пути. Интересно, что рассказать, даже не знаю. Может, какой-то анекдот, но сейчас что-то ничего не приходит на ум. На железнодорожную тему, хотя их много. Или рассказов. Не, рассказов много, конечно. И из моей практики путешествий на поезде от Кишинева до Афин через Румынию, Болгарию до Афин. Греция, Афины, Салоники там всякие. Там мы тусовались 2 дня с моим другом в Афинах. Ждали паром на Хайфу. Это было путешествие в Израиль. Если кому-то интересно, пишите. Я запишу видео, рассказ про это путешествие, которое состоялось в 89-90 году. С 89 на 90 год.
13 или 14 декабря мы тронулись с этого перрона с Вадиком на поезде в сторону Афин, в сторону Израиля, через Румынию, Болгарию, Греция. Интересно, очень было интересно. Вот я добрался до лавочки, сейчас мы тут передохнем.